Привет, ребята! Не знаю, может быть, кто-то уже догадался, но сегодня мы будем делать приспособу для выравнивания досок, слэбов. Большую. Я делал такой маленький, как бы из фрезера, рейсмусную приставку, приспособу. Вы посмотрите, сейчас ссылочка у вас вверху появится. Вот, что у меня получилось. Приготовил я такие детали из того, что у меня осталось из прошлого раза. Фанера 18 мм. Длина 970 на 31. Восьмерочка фанера 128, 174, 174, 85, 170, а ширина 164. Посмотрим, что с этого все получится. Кто-то может подумать, что 8 мм на такую длину будет прогинаться. Но вы знаете, фанера очень даже сильная. И вот эти два ребра жесткости будут делать конструкцию сильнее. Эти в конце, эти по бокам. Я думаю, что она гулять не будет. Но это мы все проверим.
ребята, немного сделал перестановочку. В связи с чем вот такие досочки у меня есть. Не первой свежести. Не обрезные. Сейчас из них хочу сделать базу. То есть, грубо говоря, столешницу. Обрезаем и клею их вместе. Потом буду как-то пробовать выравнивать их в плоскость. Это будет база. Стол для вот этой приспособы. У меня фанеры больше нет, тем более такой большой. Поэтому будем делать сейчас так. А потом это будет мой сборочный столик. Все-таки будет лучше, нежели вот это чудо.
Так, друзья, у меня козлики не совсем одинаковой высоты. Вот это что ближе, он чуть-чуть ниже за дальний. И я решил, чтобы плоскость была в уровне. У меня есть вот такой лазерный уровень, обычный китайский, строительный. Немножко раньше вы видели, я отрезал 2 доски, сделал 2 ровных грани, длина их 850 миллиметров, одинаковая. Разницу откинул на 2 стороны, сюда и сюда, чтобы было одинаково, что там, что здесь. Вот этот вылет одинаковый. И сейчас выбью их в уровень лазером по кромочке. Вот сейчас покажу ближе. Как видно, сейчас выключу свет, наверное. Вот, видите, лазер как раз попадает на ребро. Так же само выставляем и эту. И на саморезы у меня 90 миллиметров большие есть. И сейчас ими фиксирую. И в принципе все. Потом буду ложить наверх большую заготовку 2-метровую для столешницы. И буду пробовать ее выравнивать. Итак, друзья, ну вот что получилось. Вот так закрепил правило, выставил по уровню. Так как по лазерному я отбил вот этот уровень на досках боковых, я от него просто меряю. Ну вот, ребята, пустил первую стружку. Вот как-то так выходит. В принципе, неплохо. Не сильно, конечно, толстая столешница у меня получится. Что-то она немного такая, перепады сильные. Ну что, если взять, вот видите, эта доска, где моя рука, она тоньше, это толще, это вообще толще. То есть из того, что было. Главное сделать ровное. Будет стол у меня такой, чтобы можно было работать на первое время. Вот так, ребят. Вот, друзья, как получается. Посмотрите.
Я специально так не прохожу всю, оставляю такие, как островки, чтобы было понятно, насколько снимает где. В принципе, приспособа работает. Да, остаются такие меленькие полосочки, волокна заминаются. Ну, в принципе, это все можно убрать уже шлифмашинкой. Ну, так 2 шметра. Как руками так вывести? Рубанком электрическим ручным так не сделаешь. Я делал так рубанком. Кто не смотрел по ссылочке вверху, посмотрите, я делал будку, там я рубанком равнял. Ну, там так не будет. Ну что, ребята, давайте какие-то итоги подведем по моему эксперименту. Ну, как вы видели, склеил я щит. Щит 2 метра шириной на 800 миллиметров, то есть 2000 миллиметров в длину и шириной 800. Изначально толщина была 24, 31, по-разному на каждой доске. Изначально я хотел сделать вот такой большой сборочный стол. Приспособления рабочие. Ну и есть какие нюансы, чтобы я, например, сейчас переделал. Жесткости конструкции хватает. Единственное, видите, если сильно очень нажать, то есть усердствовать очень сильно, то прогиб может быть. Ребро вот это 18 миллиметров держит хорошо, но основание лучше сделать не так, как у меня 8-очкой, а уже идти от 12. 12 миллиметров такой фанеры будет за глаза вообще. Ну и есть же в этом и нюанс в другую сторону. У кого хватает вылета фрезы на фрезере, тому подойдет толстое основание. Так как у меня, то есть, вылет не особо большой. Плюс, считайте, я сделал подкладку, чтобы хорошо скользило и не опрокидывался фрезер. 8 миллиметров. Тут добавилось 8 миллиметров основания, уже 16. Если сюда еще сделать больше, то есть, соответственно, вам придется саму заготовку очень сильно приближать к основанию этой приспособы. Поэтому, ну, у меня получилось так, потому что у меня был остаток вот этой фанеры 18 миллиметров. Как вы помните, я делал вот такую приспособу из нее, лоток для рисмусования таких мелких. Все вы видели. Кто хочет посмотреть, подсказка у вас сверху появится сейчас. Можете посмотреть. Жесткость этой конструкции, конечно, вне конкуренции. И из того, что было, я его слепил. На мою ширину хватает, то есть отрисмусовать этой приспособой. Она в длину 970 миллиметров. И рабочий ход у нее больше 800 миллиметров в ширину. То есть можно широкий слэп взять. Что касается правил, отработали они отлично. На ребро ставишь
все хорошо идет, но фрезер Фиолент меня подвел. Дошел я в финишный проход чуть больше за середину, где-то вот здесь. И получилось так, что я не заметил, как фреза у меня потихоньку начала вылазить из цанги. Соответственно, съем вставал все больше и больше. И в один момент фреза сделала на всю длину вот такую одну борозду, очень глубокую, на миллиметров 5. Я как-то сразу не увидел. Я вот специально не убирал стружку, чтобы вы видели, как забрасывает стол за фрезером. И я просто не увидел, что оно его забросало. И пошел дальше. И когда я случайно рукой отодвинул, я понял, что я испортил эту заготовку. Пришлось начинать сначала, брать глубину съема, выбирать под глубину этой борозды. И, соответственно, из желаемых 20 мм сделал уже, наверное, около 15. Вот такая частота обработки. Вполне себе достойно. Вот такие маленькие полосочки есть, которые с легкостью уберет шлифмашина при желании. А даже рукой ведешь, оно гладкое. Это, скорее всего, похоже больше на, как ведешь фрезой, оно заворачивает волокна в одну сторону и в другую навстречу. И такой отблеск. Хотя в некоторых местах есть и немножко перепады. Вот чувствуется пальцем вот в некоторых местах. Но после шлифмашинки этого даже видно не будет. Так что вполне достойный вариант. Так, ребята, выглядит это все в чистом варианте. Так что, ребята, оцениваем. Кто не подписался, подписываемся на канал. Не забываем включить колокольчик. Так вы сможете получать новые уведомления о новых видео. И быстрее быть в курсе дела, что у меня творится на канале. Также скажу, там мне писали, почему ты начал выкладывать короткие видео. Короткие это видео, это анонсы, грубо говоря, что может быть на канале. Я смотрю реакцию, как люди воспринимают это. И вы знаете, просмотров очень много на коротких видео, больше, чем на длинных. То есть людям нравится такой формат. Я думаю, что я буду все-таки пробовать делать такой формат. Небольшие коротенькие видео до минуты, чтобы вы понимали, что делается, что будет. Вот такого плана. Также, ребята, не забываем, что будет скоро розыгрыш. Пока не решил, какая дата. Возможно, еще будут какие-то подарки добавить. Если не добавятся подарки, будем разыгрывать то, что есть. И от вас же прошу обратной связи в комментариях. Всем хорошего настроения и до встречи.